середина июля, середина лета, и мы опять находимся в саду Шу на его задворках. Была приостановлена разработка игры «Садовник Шу» примерно 1 мая, и на 2 месяца было отвлечение на игру «Шу 3 в ряд». И в прошлом выпуске я рассказывал о том, как же трудно вообще продвинуться на маркетплейсы, какие произошли изменения. Crazy Games принял мою игру на испытательный срок, и если 16 июля 2 недели пройдет как раз, игра покажет хорошие метрики, тогда ее возьмут в общий каталог. Чабрец! Да, все верно, вылетела игра из ротации, потому что не достигла необходимых метрик. Вот, 3 из 15, хотя минимум 9. Интересно, что поначалу average playtime показывало 8 минут, но чем дальше, тем хуже. Я знаю, кто это сделал. Это конкуренты. Смотри, это же конкуренты все наделали, потому что пробиться в эту мафию 3 в ряд настолько перегруженный жанр, что туда соваться уже нет смысла. Среднее время игры 4 минуты. На самом деле, если быть честным, никакие враги не виноваты. У меня само все разваливается. Если... О, даже крэш-рейты, посмотрели, какие-то существовали. Понимаешь, игра слетает с ошибкой WebGL Context Lost. Не на каждой в машине так происходит, но на некоторых происходит, на слабых компах. Поэтому вполне возможно, что игра не так уж и плоха, если бы работала. Тем временем, буквально позавчера, игру принял наконец-таки и Яндекс. Яндекс принял, но единственный нюанс: оттуда никак не вытащить деньги. Надо регистрации эти все проходить, и ИНН получать, либо делать юрлицо. В общем, все сопряжено с какими-то сложностями. Вот. Но как минимум уже хорошо, что проторены 2 дорожки на Crazy Games и на Яндекс, и уже можно начинать публиковать. Также есть какой-то сервис Game Push. На него тоже можно опубликовать игру, и она потом появится в различных сервисах, в том числе всяких Пикабу и так далее. Чабрец! Да, доберусь я и до Game Push. Начал я добавлять игру здесь. Но тут все время меня отпугивают во всех таких проектах такие вещи, как внедрение ссылок на API. Ну, понятно, что это во всех, и в ВК, и в Crazy Games, и в Яндексе, везде свой SDK. Но хочется, чтобы как-то это проще было, что ли. А так у меня надо билдить под каждый сайт отдельный дистрибутив. Вот он, чабрец. Где брать аудиторию? В целом она как-то разбросана. Суммировать, конечно, ее нельзя, потому что она часто где пересекается. Вот есть на Твиче 100 подписчиков. Если я начну стримить там свои игры, ну, вряд ли больше людей придет. Или какие способы продвижения еще есть? У меня есть канал с 800 подписчиками, но он не целевой. Он про полеты, про FPV. А игру саму именно, ее надо рекламировать на том месте, где она больше всего ожидаема людьми. Чтобы большая конверсия была. И вот я думаю, если я ее буду размещать просто на каких-то маркетплейсах бесплатных игр, ну да, я буду им помогать развивать их проекты, и в то же самое время я буду делать более узнаваемой свою игру, как сам лейбл. Вот. Ну, наверное, такой только путь сейчас, шаг за шагом такой и предусмотрен мной. Других я пока путей не вижу. Конечно, если будет ожидаться, что вдруг сам продукт начнет показывать хорошие результаты, хорошие метрики, и будет понятно, что монетизация стоит того, чтобы
заморочиться и выводить эти деньги, тогда да. Потому что я вот на Яндексе, когда добавил игру, ее заапрувили, написано опубликовано, и начали появляться какие-то напротив эти графа денежки. Сначала появилось 2 российских рубля, потом к вечеру уже 7 российских рублей. Я понимаю, что это мелочь, но я думаю, о, хоть что-то уже капает. Это вот с одной игры. А если таких игр 50, то есть уже есть смысл. Поэтому, думаю, надо лепить дальше тетрисы, ксониксы, сакабаны и другие аналоговые и другие аналоги уже из существующих нормальных игр. И вот уже, можно сказать, обтряся руки от муки после изготовления и испечения маленькой небольшой игрульки, я возвращаюсь к разработке садовника Шу. И тут же с налету в нем добавляю бомбу, 5 секунд отсчета, которая прямо вам перед носом отсчитывает. Огнемет. И, в общем-то, насыщаю игру различными новыми механиками. Вот он, Чабарок.